Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать обрезку роз, у которых очень крепкие и мощные побеги, и на которых очень много цветков, огромными шапками цветут. Это у меня и флорибунды, и шрабы. Сейчас я расскажу вам, как я буду обрезать вот этот куст. Это сорт бременские музыканты, он уже отцвел. Сейчас пойду с той стороны, встану, чтобы было удобнее вам показывать. Вот так выглядит кустик. Здесь я уже ему произвела обрезку раньше, потому что вот эта половина куста, нижний ярус, зацвел у меня рано, а наверху вот такая вот ветка зацвела чуть-чуть попозже. Я ее специально оставила, чтобы вам показать обрезку, как можно что здесь сделать. Смотрите, вот это вот две ветки. Вот она одна, а вот это вторая. Они достаточно мощные. Вот такие вот мощные побеги. Сейчас я в сравнении с своей рукой вам покажу. Вот такие побеги. Здесь, наверное, сантиметра 1,5 или 2 толщиной. Они достаточно крепкие, держат вот такие шапки цветов. В общем, что мы здесь можем сделать? Первый вариант: мы все вот эти побеги с цветками старыми укорачиваем очень намного. То есть мы ищем у этого побега, где заканчиваются разветвления, на которых идут цветы. Вот здесь ищем настоящий лист, смотрящий наружу. Вот он, вот он этот лист. И вот здесь вот на него прирезаем. Вот так. То есть мы фактически оставляем от земли буквально 3-4 почки. Вот столько. Это 30 сантиметров. И вот на этом уровне вот этот толстый побег вот так вот срезаем. И вся вот эта шапка цветов у нас уходит. Ну, куда-то уходит. У кого куда, у кого, может быть, на компост. Кто-то вывозит. Вариант номер 2, по которому буду следовать я. Я так делать не буду. Объясню почему. Потому что вот эти почки на таких вот толстых побегах, вот эти вот спящие почечки, они достаточно туго просыпаются. Очень долго будет ждать второго цветения. Может быть, в южных каких-то регионах можно было бы так попробовать сделать. Но по моим наблюдениям, даже если этот побег проснется, он будет очень мощный. Он, скорее всего, не успеет процвести у нас. Поэтому я так кардинально резать эту розу не буду. Я буду искать настоящие листики вот на вот этих вот побегах, которые заканчиваются цветами, на этих метелках. Вот на этом побеге такие листочки есть. Смотрите, я уже его нашла. Вот он, настоящий листик. Вот он, настоящий листик. Но я отрежу не здесь. Отрежу не на этой высоте, то есть не высоко, а пониже. Как можно ближе к вот этому стволу. Мы смотрим. Первый ищем листик. Вот он. Он смотрит у нас вовнутрь. А вот этот листик, он смотрит наружу. И вот здесь вот я буду отрезать. Сейчас возьму секатор и вот так вот отрежу. Объясню почему. Почему именно так. Если бы я отрезала выше, вот здесь, сразу под цветками, то у меня следующее цветение было бы очень-очень мелким. Цветочки были бы маленькие, потому что почечки здесь, смотрите, практически не развитые, не очень крупные. А вот здесь, ближе к вот этому толстому побегу, почки уже получше. Вот из этой почечки пойдет такой же примерно по толщине побег. И я дождусь таки второго цветения. То же самое вот с этой веткой проделываем дальше. Смотрим следующий цветонос. Вот он идет. Здесь тоже можно найти, вот он пятилистник, который
близко вот к этой ветке находится. Вот здесь вот я отрежу. Смотрите, вот он пятилистник, смотрящий наружу. Вот так вот я отрезаю. Колючий. Достаю ветку. И что у меня уже вырисовывается? Вырисовывается то, что остается один вот такой вот побег в середине. Он, если даже имеет пятилистнички, но они вот такие вот маленькие, совсем с неразвитыми почками, я его вообще удаляю. Мне двух веток, вот этих двух, которые мы оставили от этого побега, вот толстого, достаточно. Я делаю вот так. И убираю всю вот эту вот шапку цветов. Вот такой букет получился под удаление. Друзья, не бойтесь вот так вот резать. Это мы удалили всего лишь отцветшие цветочки на кусте. И это правильно. Смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что вот этот толстый побег мы оставили. И от него оставили два разветвленных побега, коротеньких. Буквально здесь две почки на одном побеге и две почки вот раз, два на другом. Если бы были почки вот здесь, поближе к основанию побега, мы бы оставили бы еще ниже вот эти два побега. То есть вот такая вот обрезка у этой розы у меня практикуется. Вот он еще такой побег, который я срезала до этого. Здесь вот этот толстый побег, он не такой, конечно, крупный, как этот, но то же самое. Цвел шапкой на конце огромный. Я оставила один от него и второй. Остальное всю середину удалила. Вот это обычный побег. Здесь нет никаких разветвлений. Он однолетний, с ним все просто. Вот он, первый настоящий лист. И мы всю вот эту шапочку цветов по этот листик вот так вот отрезаем. Вот так. Итак, переходим к следующему побегу. Это вот этот. Смотрите, он тоже цвел вот такой вот шапочкой наверху. Вот он. Но здесь вот эти вот веточки, да, они имеют пятилистнички какие-то тут. Не имеют, ну вот он один, да. Это очень тонкая ветка. Вот это тоже очень тонкая ветка. Они все здесь тонкие, поэтому мы их не будем сохранять. Если мы отрежем вот здесь эти веточки, у нас пойдут очень тонкие ветки. И второе цветение у нас будет очень маленькими цветочками. В общем, невзрачное. Поэтому вот этот побег, он не такой уж прямо толстый. Мы отрежем его вот здесь. Ищем настоящий лист. Вот он идет наружу куста. Вот так берем. И вот так отрезаем. Вот. Смотрим здесь. Вот такой вот тоже толстый. Вот у него эти разветвления. Цветоносы. Мы будем смотреть, оставлять их. Отсчитываем пару почек вот отсюда, от основания. С настоящими листьями. Вот он один листик. Вот он второй настоящий листик. Вот по него мы отрезаем. Я беру вот так. И вот так вот отрезаю. У него вот он настоящий лист. Вот так отрезаем. И остается у нас вот такой вот средний побег. Здесь никаких крупных спящих почек нет. Здесь есть настоящие листья у него, но мы его не будем оставлять, потому что два побега достаточно. Мы его отрежем совсем. Смотрим. Сейчас я вам удалю листики. Просто вот так вот удалю листики, покажу, чтобы было видно. Смотрите. Вот этот побег мы обрезали вот здесь, оставили. И вот этот побег мы тоже обрезали, вот здесь оставили. А вот этот, смотрим, откуда отходит.
Вот здесь вот мы делаем срез. Вот так. Вот такой мы удалили букет сразу с вами. Вот так вот получилось. Мы обрезали весь куст после цветения, и это только пол куста, потому что вот эту половину, как я повторюсь, я обрезала еще раньше. Кусту сразу стало легче. Посмотрите, как он выглядит. Он у меня достаточно большой был, высокий. Вот так вот выглядят наши побеги. Вот они, основные два мощных побега с такими двумя рогатками. Скоро розочка вот из этих двух или из одной почки даст новые побеги и заложит новые бутоны для второго цветения. И еще одно, друзья, я стараюсь резать все на одном примерно уровне. Даже если я вижу, что у меня есть крупные высокие побеги, которые в принципе можно сохранить, я все равно их подрезаю до основного уровня, на котором у меня расположены остальные побеги, чтобы цветение повторное у меня было более-менее на одной высоте. Так вот я люблю, чтобы розочки цвели на одной высоте. По примеру, вот у меня есть тоже еще один шраб, достаточно крупный. Это Маньшона Гарден. Вот так вот уже тоже отцветает куст. Побеги расположены на одной высоте путем вот такой вот обрезки. И кустик цветет шапками вот на этом вот уровне.